Друзья, всем привет! С вами Олег и канал StableDiff. Сегодня поговорим про модель QNEdit и разберем, какие задачи мы можем с этой моделью решать. Также я вам покажу, как с этой моделью работать в One2GP. И в Conf.ua я для вас приготовил очень хорошую схему. Она значительно точнее базовой схемы, которая предлагается в темплейтах Conf.ua. Что же такое за модель QNEdit? Это модель для редактирования изображения за счет подсказки. Очень похожа на модель Flux Context и является, по сути дела, ее конкурентом. Сильными сторонами модели QNEdit является то, что она содержит в себе клиповую модель, настоящую LLM-ку. Это Qwen 2.5 VL модель. И эта модель значительно лучше понимает подсказку, чем любая T5 модель или UMT5 модель, которые имеют Flux или One. Отсюда для этой модели намного проще писать подсказку, чем для Flux Context. И также модель QNEdit значительно точнее, чем Flux Context. Если вы будете восстанавливать фотографии, то эта модель для вас будет более предпочтительна, потому что точность восстановления будет значительно выше, чем на контекст модели. Но, с другой стороны, есть и негативная сторона. Flux Context выдает большую детализацию на выходе, нежели модель QNEdit. С чем это связано? Возможно, с кодированием, может быть, еще с чем-то, но я так думаю, это все-таки технология непосредственно самой модели QNEdit. Дело в том, что детализация режется на QNEdit вообще во всем изображении, даже в тех участках, которые вообще никак не обрабатывались. На модели Flux Context тоже режется детализация, но значительно меньше. То есть там деталей на выходе будет все-таки больше, чем в QNEdit. Но тем не менее, модель QNEdit очень интересная, она заслуживает внимания. И сильные стороны в том, что она очень точно работает с изображениями и очень здорово понимает ваши подсказки. Соответственно, работать с ней очень приятно. Давайте начнем с того, что я вам покажу, как с этой моделью работать в One2GP, а потом уже перейдем в Conf.ua. Друзья, чтобы установить One2GP, я ссылку приложу в описании под этим видео на свою портабельную сборку. Ее достаточно просто распаковать и обновить с помощью файла update.bat. Но там в посте будет ссылка на другой вот такой вот файл update.bat. Его нужно будет скачать и закинуть сюда, в эту сборку. И с помощью него уже обновить эту сборку. Если вы эту сборку не обновите, то эти возможности с QNEdit, они вам доступны просто не будут. Поэтому обновлять ее нужно обязательно. Запускаем эту сборку с помощью run.bat и дожидаемся загрузки. После того, как сборка будет загружена, нажимаем Ctrl на клавиатуре и нажимаем по вот этой вот ссылке, чтобы открылся браузер и открылась вкладка с вот этим вот веб-интерфейсом. Теперь здесь выбираем модель Qwen и выбираем модель QNEdit 20B. Теперь что нам нужно сделать? Мы берем изображение, например, вот такое, вот, закидываем его вот сюда вот. И здесь мы ниже пишем подсказку. Подсказку мы можем писать как на русском языке, так и на английском. На русском понимает, но в некоторых случаях, если подсказка сложная, может понимать не совсем точно. Давайте напишем вот такую подсказку. Поверни девушку лицом к камере, и пусть она показывает рукой знак «Ок». Таким образом, мы сейчас поменяем этой девушке позу. Смотрите, здесь у нас есть вот такие настройки. Выбираем 1024 на 1024. Здесь мы можем поставить 15 шагов и, в принципе, можно уже запускать, нажимать Generate. Но мы можем немножко ускорить генерацию, если будем использовать специальную дистиллированную лору для быстрой генерации на 4 шагах или на 8 шагах. Давайте поставим 8 шагов, но вы можете даже и 4 шага поставить, тоже генерация будет работать. Может быть, 6 шагов будет немножко получше, чем 4, но я перестрахуюсь, поставлю вообще 8. Также, если мы будем использовать дистиллированную лору, то мы можем поставить CFG на единицу. Таким образом, у нас будет один проход без негативной подсказки. Это тоже ускорит генерацию примерно на 50%. Далее переходим на вкладку Loros и вот здесь выбираем вот такую вот лору, которая называется Qwen Image Edit Lightning 4 Step, версия 1.0 BF16. Выбираем ее. И теперь мы можем уже запустить генерацию, нажимаем Generate. Смотрите, генерация у меня идет, заняло это примерно 24 гигабайта видеопамяти, но у меня стоит самый жесткий пресет здесь в One2GP. Если вы поставите попроще, то будет меньшее потребление видеопамяти. Давайте посмотрим на результат. Вот такой вот у нас результат, достаточно слаженный получился, собранный и вроде бы все на месте. Единственное, вот по сравнению с этим изображением, которое у нас здесь было, давайте я его сейчас открою в полный размер, здесь достаточно много мелких деталей, волоски, все достаточно тонкое. А здесь, если мы посмотрим, здесь у нас все более такое идеальное, выглаженное такое и менее фотореалистичное. Это у нас результат того, что все-таки здесь работает эта дистиллированная лора, и также то, что здесь у нас достаточно мало шагов генерации. Здесь используется модель int8 и специальная схема для
понижение потребления видеопамяти, если вы поставите соответствующий профиль. А профиль давайте сразу вам покажу, где ставится. Вот здесь Configuration. И вот здесь переходим в Performance, опускаемся чуть ниже, и вот здесь выбираем просто другой профиль. Видите, у меня самый тяжелый профиль стоит, вы можете поставить 4-й или 5-й профиль. Потребление видеопамяти значительно снизится. Но у вас должно хватать также еще и оперативной памяти. Если оперативной памяти будет очень мало, а данные будут передаваться в файл подкачки, и, соответственно, это будет все замедляться. В общем-то, вот такой результат. Давайте попробуем какое-нибудь другое изображение. Закидываем сюда изображение. И теперь давайте напишем другую подсказку. Вот сюда вот ее введем. Замени рыбу на новогоднюю подарочную коробку. Настройки у нас все выставлены. Нажимаем Generate, дожидаемся результата. И вот у нас получился мальчик с новогодней поздравительной коробкой. Давайте заново поменяем подсказку. Напишем вот такую подсказку. Удали рыбу. Мальчик сидит на корточках и держит молоток. Нажимаем Generate, посмотрим, что у нас получится. Вот такой вот у нас результат получился. Давайте еще заменим подсказку и выберем здесь измени эмоции на грусть. Нажимаем Generate. Вот такой вот у нас результат получился. Эмоции действительно поменялись на грусть, и в целом изображение осталось неизменным. Детализация здесь немножко слабее, но это у нас рисованное изображение. Естественно, на нем мы не поймем, насколько эта детализация ослабла, да, но она хуже, чем на контексте будет, если это будет фотореалистичное изображение. Давайте попробуем колоризовать изображение и закинем сюда вот такое вот изображение с мостом, которое я вам показывал до этого на контексте. Давайте напишем вот такую подсказку «Колоризуй изображение», но мы можем написать и «Сделай изображение цветным». Эта модель тоже поймет. Итак, давайте нажмем «Generate». Вот так вот изображение колоризовалось. Неплохо раскрасилось изображение. Цвета действительно очень похожи на настоящие, но детализация здесь просела. Здесь очень много мелких деталей уже по сравнению с мультяшками. И детализация здесь отличается от Flux Context. Давайте я вам открою то, что получалось на Flux Context. А вот такая вот здесь детализация была. Видите, здесь кирпичики выглядят как фотореалистичные кирпичики. Здесь у нас тоже больше детализация. И здесь, везде в мелких деталях детализация значительно выше. О чем я говорил, да, где у нас проигрывает Qwen Image, это в детализации. Давайте теперь попробуем сделать какое-то предметное изображение. Закрываем это изображение и закидываем, например, вот такую кружку Boss Lady. Давайте напишем вот такую подсказку. Помести эту кружку на деревянный стол в пустыне на вершине бархана. Вот такой вот результат у нас получился. Давайте открою весь экран. Вот он, деревянный стол, и у нас пустыня. Правда, не на вершине бархана. Похоже, не понял он, что такое бархан. Но, тем не менее, он понял концепцию того, что мы хотим получить. Давайте я вам покажу, как здесь One2GP будет восстанавливать сложные, скажем, фотографии. Не простые, а сложные. Вот в Телеграм-канале мы там проверяли, тестировали прям такие сложные фотографии, как получается на нано-бананы здесь, в контексте. И, в общем-то, я долго пытался Qwen Image заставить, скажем, очень точно восстанавливать изображение на Conf.ui. Давайте я вам покажу, как это здесь работает, и потом вам покажу, как это работает в Conf.ui. Закрываем это изображение и закидываем сюда вот такое вот изображение. Казалось бы, не совсем сложное, но на самом деле сложное. Благодаря вот этим вот пятнам достаточно непросто это изображение будет восстановить. Смотрите, вот такую-то я подсказку сюда сейчас закину. Я удалю сейчас отсюда лору. Это без лора восстанавливается и там же в Conf.ui. А с лорой вообще результаты будут не очень хорошие. Давайте поставлю здесь 15 шагов. На самом деле рекомендуется даже 50 шагов ставить, но 50 шагов это не самое лучшее решение. Если вы именно восстанавливаете фотографию, а шанс, что все изображение изменится очень сильно, намного выше, чем при меньшем количестве шагов. Какую-то высокую детализацию мы здесь в любом случае не получим при вот таком вот исходном изображении. Наша задача просто первоначальное восстановление сделать, чтобы потом уже каким-то апскейлером это все можно было пройти. Поэтому 15 шагов здесь делают так же, как я в Conf.ui тоже все буду настраивать. И поскольку мы здесь удалили вот эту дистиллированную лору, мы должны здесь вернуть CFG хотя бы на 3,5. На единицу уже оставлять нельзя. Остальные настройки все остаются такими. Единственное, только давайте возьмем эту подсказку и переведем ее через обычный переводчик. Вот он перевод, копируем его, возвращаемся обратно и вставляем сюда уже переведенный текст. Нажимаем Generate, давайте посмотрим, что получится. Друзья, вот он результат. Получилось вот такое вот восстановление. Conf.ui у меня получалось вот так вот. По сути дела, кстати, очень похоже на самом деле. Единственное, обратите внимание на настройки, которые я сделал. Здесь важно отключить эту дистиллированную лору, поднять CFG до 3,5, может быть даже до 4. Я 3,5 ставлю, и количество шагов 15 шагов. 30 шагов это будет, скорее всего, много, но можем поставить, попробовать и 30 шагов, даже 50, и можем тоже посмотреть, что у нас получится.
Смотрите, при 30 шагах у нас получилось вот такое вот изображение. Давайте еще раз посмотрим на то, что получилось на 15 шагах. Смотрите, разница в детализации практически вообще не заметна. Нет смысла, в принципе, 30 шагов или 50 ставить. На 15 шагах именно восстановление работает очень похоже. А, видимо, до какого-то шага все это доходит и потом уже просто не меняется. В общем-то, на 15 шагах, мне кажется, даже немного точнее. По поводу One2GP еще могу сказать, что здесь нельзя загружать второе референсное изображение. Мы можем, конечно же, в Photoshop подготовить одно изображение, которое будет состоять из двух частей. Там в левой части у нас будет одна часть изображения, в правой части будет вторая часть изображения, и мы уже в подсказке пишем «сохрани там левую часть» и одень там то, что у нас на правом изображении, на левое изображение, там, ну, какого-то персонажа, например. В конфе у нас есть загрузка отдельных изображений, и, возможно, здесь она тоже появится, но позже, пока на данный момент ее нет. Давайте переходить в Config и посмотрим, что у нас там за новая схема. По поводу установки Config я вам приложу ссылку в описании под этим видео. Там будет ссылка на видео и мою сборку Config, которая доступна бесплатно. Ее достаточно распаковать. И по видео вы сможете познакомиться с тем, что в этой сборке уже заложено. Если у вас на выходе получается битое изображение, когда вы работаете с Qwen-моделью Image или Edit, то удалите все ключи из BAT-файла, которым вы запускаете Config. Если у вас моя сборка, вы запускаете с помощью .exe, в нем уже удалить ключи нельзя. Вы можете нажать, вот, например, по вот такому файлу, выбрать здесь «Изменить», и вот здесь всякие дополнительные ключи, которые вам могут мешать и могут вызывать битые изображения, нужно будет отсюда удалить. После этого вы нажимаете «Файл сохранить» и уже запускаетесь с помощью вот такого вот BAT-файла. Итак, на буте вы сможете скачать схему, она называется Qwen Edit Workflow. PNG. Это картинка вот такая вот, но в себе она содержит и схему. Вы берете ее, закидываете в рабочее пространство Config, и у вас отобразится вот такая схема. Конечно же, какие-то узлы у вас будут красного цвета. Нажимаете Manager, нажимаете Install Missing Custom Nodes и устанавливаете все недостающие узлы, нажав на вот этот вот квадратик. Выбираете, соответственно, все узлы. У вас появится черная кнопка Install, нажимаем ее, и потом после установки у вас появится красная кнопка Restart. Тоже ее нажимаем, перезагружаем веб-интерфейс, и у вас уже все узлы должны быть нормального цвета. Давайте сразу сюда закинем вот такое вот изображение, которое мы только что восстанавливали в One2GP. Теперь давайте поменяем вот здесь подсказку, напишем то же самое, то, что мы писали в One2GP, но здесь мы это напишем на русском языке. И вот в этом узле мы включим Translate EN и включим LLM Enable, то есть включить LLM модель. Также мы здесь можем выбрать некоторые LLM, но сейчас я вам дальше про это уже более детально расскажу. Нажмем пока Run, дождемся генерации, и после этого уже продолжим разбирать эту схему, чтобы уже все узлы были задействованы. Итак, у нас получился вот такой-то результат. Но давайте вот чуть ниже здесь опустимся и посмотрим, как у нас получилось по контурам. Да? Здесь специальный узел стоит Compare, который позволяет вот так вот делать. Итак, проводим и смотрим вот глаза и основные контуры, совпадают ли они с исходным положением. Они совпадают практически в точности. Положение глаз, даже зрачков, вот оно там, насколько оно там видно, оно совпадает. В общем, получилось вот так вот. Давайте я вам открою для сравнения то, что у нас получилось в One2GP. Вы посмотрите, что у нас там, что здесь. А там получилось вот так вот. А здесь получилось, мне кажется, более точно. В общем-то, сильной стороной этой схемы как раз-таки является восстановление фотографий, потому что я долго не мог понять, как бы, чем Qwen лучше, чем контекст. И вот контекст, на мой взгляд, хоть по детализации и выигрывает, но по точности восстановления, как я и говорил в самом начале, он очень сильно проигрывает. И вот такой вот результат он вам никогда не даст. А Qwen Edit, он здорово работает, конечно же, не только с восстановлением фотографий, но и с другими тоже задачами. Ну, давайте разберемся с этой схемой. Она на самом деле не такая уж и большая, но очень интересная. Первое – это загрузка моделей. Мы можем загружать FP8 модели, также сюда же загружать модель, например, Edit BF16. У меня такая модель тоже есть. Она работает значительно медленнее, потому что потребляет очень много видеопамяти. 32 гигабайта для нее не хватает, чтобы на такой же скорости работать. Нужно еще больше. Поэтому я этой моделью особо не пользуюсь, но я ее сравнивал с FP8. И, скажем, для восстановления фотографий разницы особо вообще нету. Там мелкие детали немножко почище, как-то поточнее, но и все. А в целом как бы композиция особо не меняется. Что BF16, что FP8 модели очень похожие. Если мы сравним GGUF модель, то она работает немножко помедленнее. В этой схеме мы можем переключиться на GGUF модель, соответственно, этот узел мы тогда сбайпасим, а отсюда мы снимаем байпас
и переподключаемся вот таким вот образом сюда. Смотрите, здесь мы можем выбрать модели, например, Q8, Q6, по-моему, Q5 там еще доступно. Но вот ниже модели я вам скачивать не советую, там уже качество падает сильно. А Q8 модель – это модель уже более точная, чем FP8. Но опять же, здесь вот, скажем, составление фотографий, каких-то вот еще там изменений пост, там еще что-то, разница особо незаметна. То есть по потреблению видеопамяти, конечно же, разница будет, если вы будете использовать GUF модели, например, Q6 или Q5, потребление видеопамяти значительно сократится. Еще вот я заметил, после последних обновлений Confi стал заметно быстрее работать с GUF моделями. Например, вот такая вот модель Q8, она работает примерно там на 15% медленнее, чем модель FP8. Но если у вас работает FP8 модель, а видеопамяти вам хватает, то используйте ее, она работает все-таки немножко быстрее, и по точности там разница не особо большая. Но плюс использования GUF модели также еще в том, что мы можем подключать вот такие специальные узлы мульти-GPU, которые позволяют выгружать часть видеопамяти в оперативную память. Сейчас, например, выгружено 20 гигабайт видеопамяти в оперативку. Можем выгрузить там поменьше, 6, а можем наоборот побольше. И благодаря вот такой вот выгрузке видеопамяти вы можете добиться, чтобы у вас схема в принципе работала или работала просто быстрее, выгружая часть видеопамяти в оперативную память. Я сейчас верну все обратно, как у меня и было, FP8 модель. Все-таки она работает немножко быстрее, по качеству практически то же самое. А здесь мы подключаем клип модель, это Qwen 2.5 VL7B. Если вам не хватает видеопамяти из вот этой вот модели, то вы можете просто выбрать здесь CPU и передать эту модель на процессор. На самом деле она отрабатывает достаточно быстро, и можно ее оставить даже на процессоре. У меня видеопамяти хватает, поэтому я нажимаю Default, и у меня эта модель будет работать на видеокарте. Далее сюда мы загружаем VAIO модель. Обязательно все эти модели перевыбирайте, чтобы не было ошибки. Здесь мы можем включить или выключить LoRa, но LoRa я вам не советую включать, потому что она очень сильно режет детализацию. Но если вы работаете с мультяшками, либо какими-то рисованными изображениями, то можете смело ее включать, и тогда вы сможете понизить количество шагов вот здесь в сэмплере вообще до 8, может быть даже до 4. И у вас скорость генерации существенно увеличится. Но если вы работаете с фотореализмом, то лучше эту LoRa выключить, потому что детализацию она очень сильно уменьшает. Далее, вот эта вот группа, это группа для повышения детализации. Сюда мы загружаем наше исходное изображение в формате latent и загружаем исходную подсказку. Далее это у нас все передается в позитивный и негативный промпт. Вот эта вот группа, она отключаемая. Если вам нужно сделать более какую-то гибкую генерацию, то вы можете выключить эту группу, и у вас более свободная генерация будет. Если вам нужно больше точности, а вот для восстановления фотографий, например, нужна больше точность, вам эту группу надо обязательно включить, иначе вы такого результата не получите. У вас там будет получаться, в принципе, как в OneTouchGP, какие-то, очень похожие, но не совсем такие лица, скажем. Итак, давайте переместимся вот сюда, вот немножко ниже и левее. Здесь у нас есть загрузка изображения, первого изображения и второго изображения. Про второе изображение мы сейчас поговорим чуть попозже. Давайте сначала с первого изображения. Сюда закидываем изображение. И далее мы пишем вот здесь подсказку. Для работы с подсказками и LM-ками я написал вот такой вот специальный узел. Он, конечно же, не специально для вот этой схемы. Вы его можете использовать как универсальный узел там в любых других схемах, где вам нужна LLM-модель. А LLM-ки здесь поддерживаются, которые описывают изображение также. И достаточно мощные LLM-ки здесь есть, и их очень много. Они работают онлайн, не на вашем компьютере, не задействуют ресурс вашего компьютера. Позволяют описывать входное изображение, в отличие от Florence того же самого. Вы можете, например, сказать: опиши шапку, опиши лицо персонажа или просто персонажа, или опиши только текст, опиши там какой-нибудь объект на этом изображении. То есть такое вам не позволит сделать Florence. Здесь вы можете подключать входное изображение, можете его не подключать. Более того, здесь есть вот такой вот переключатель. Если у вас подключено входное изображение, вы можете вот таким вот переключателем просто выключить это изображение, чтобы оно не подавалось уже в LLM-ку. Тем самым просто не отключая его, чтобы то есть у вас схема была более универсальная. А более того, здесь вы можете вообще отключить эту LM-модель и пользоваться как обычным текст-мультилайном. То есть вы здесь просто пишете вашу подсказку на любом языке, и прям в чистую она будет передаваться дальше в генерацию. Таким образом, просто не нужно там строить, городить какие-то сложные схемы, а достаточно просто взять LM вот таким вот образом отключить.
Далее у нас есть вот такие вот пресеты. Здесь у нас есть пресет для перевода, пресет для написания подсказки. То есть это просто системный промпт, уже специально набитый, подготовленный. Смотрите, все вот эти пресеты, о которых я сейчас говорил, вы их можете редактировать в Custom Notes config.orgs. Здесь есть вот такой вот файл, который называется systemprompt.json. Нажимаем по нему дважды. У вас открывается он в блокноте, и вот здесь вы можете вот таким вот образом просто копировать, добавлять новые какие-то системные промпты. Здесь пишите название, которое будет отображаться в узле. Там, например, 1, 2, 3, да, ну лучше какое-то понятное название, да, чтобы потом не перепутать. И здесь вы уже непосредственно пишете системный промпт. А для чего это сделано? Чтобы у вас всегда это все было под рукой. У меня постоянно системные промпты где-то записаны на клочках каких-то нодов, а в каких-то записных книжках. В общем-то, все это надо открывать, это все неудобно. Если мне системный промпт какой-то нужен, например, для перевода, да, я просто беру и выбираю. Но, тем не менее, вы можете вот эти пресеты вообще отключить и вот здесь уже набрать какой-то системный промпт уже вручную. Image switch я говорил, это отключение входного изображения, чтобы не отключать его отсюда физически. Далее мы здесь можем выбрать LM-модели. Смотрите, LM-модели, которые могут описывать изображение, вы их можете определить по вот такому вот значку. Далее у нас есть максимальное количество выходных токенов. 512 токенов обычно хватает. Если вы поставите здесь 0, как и стояло, то в этом случае никаких ограничений нету. Обратите внимание, если вы будете использовать, например, такой пресет Translate, то лучше поставьте 0, потому что вам не нужно здесь как-то ограничить какое-то количество токенов. Весь промпт, который вы подаете, он будет просто переводиться. Еще важный момент – это сид. Смотрите, здесь вы можете поставить какой-то точный сид, а можете его рандомизировать. В чем плюс выставления фиксированной сида? В том, что у вас каждый раз подсказка не будет переписываться с помощью LM-модели и просто не будет трата времени на перегенерацию. Но, с другой стороны, есть и плюс использования рандомизации. Если вам нужен постоянно случайный промпт какой-то, то есть, например, вы здесь выбираете пресет вот такой-то, рандомная какая-то сцена, рандомный персонаж, и вам нужно много-много различных изображений нагенерировать, вы можете вот так и выбрать, и в этом случае у вас постоянно будет подсказка полностью меняться с помощью LM-модели. И в чем еще самый большой плюс этого узла? В том, что этот узел не требует никаких API вам создавать и никаких VPN вам тоже не требуется, чтобы работать с этими LLM-ками, которые здесь доступны. И смотрите, вот здесь у вас отображается то, что выдала LLM-ка. Вы можете это протестировать. Если вот с таким промптом у вас, например, с QuenEdit все получается, работает очень стабильно, то вы можете его записать, например, вот куда-нибудь сюда, с заметки, и потом уже вот сюда вставлять в чистую этот промпт, например, вот так вот, и саму LLM-ку просто отключать. То есть нажимаем вот сюда, вот выключаем ее, и на выход у вас отсюда будет подаваться в точности вот эта подсказка. Так, переходим вот сюда, вот здесь у нас просто обычный апскейл, мы апскейлим наше входное изображение до 1 мегапикселя, 1024 умноженное на 1024, неважно какие там будут пропорции, главное, чтобы при перемножении будет 1 мегапиксель. Это важный момент, и здесь нельзя менять разрешение в большую сторону или в меньшую сторону, а результат будет получаться намного хуже. То есть эта модель QuenEdit работает исключительно только при 1 мегапикселе. Но это еще не все. Ваше входное изображение может иметь различные пропорции, и оно может при приведении к 1 мегапикселю по определенной стороне не делиться на 16. Вот этот вот узел, он позволяет еще и округлить ваши стороны изображения, высоту и ширину до кратных 16 пикселям разрешения, чтобы это тоже все работало корректно. Далее мы переходим вот сюда. Вот здесь у нас основная генеративная схема Generate. Здесь мы можем выставлять различные шрифты 3, 11, там 9, 8. В принципе, на 3 работает достаточно стабильно. В базовой схеме, по-моему, так и есть 3. А здесь у нас есть патчер модели, это CFG нормализация. Я его немножко уменьшил, он был равен единице. Можете поставить так же, как и на базовой схеме, единица. Но если вы будете его понижать, изображение будет с более тонкими, скажем, деталями. Но слишком сильно его понижать тоже не стоит, изображение начинает немножко разваливаться. Вот даже, например, на 1% это тоже имеет эффект, и, скажем, волоски получается немножко тоньше. Но опять же, это может быть под разные изображения, по-разному себя вести. Можете сами поэкспериментировать. Я вот такое значение выставил, мне кажется, оно немножко поинтереснее. Далее у нас здесь идет к-сэмплер, схему с каким-то кастомным сэмплером, особо смысла делать нету. Вот в таком варианте работает, в принципе, все нормально, и в базовой схеме тоже обычный к-сэмплер. Настройки здесь вот такие, вот смотрите, можете поставить даже 12 шагов, это будет немножко побыстрее, по качеству будет почти то же самое. Вот при установлении фотографий почти то же самое. CFG 3,5, на мой взгляд, работает намного лучше, чем там единица с лорой какой-то дополнительной. В плане сэмплеров я здесь очень много различных сэмплеров, различных сочетаний с планировщиком перепробовал. И, на мой взгляд, Эйлер обычный работает лучше всех и по скорости, и по качеству он хорош. Планировщик, опять же,
по умолчанию стоит Simple, но мне кажется, бета немножко получше себя ведет. А вот этот бета 57, их, конечно же, тоже можно поставить, но результат не лучше получается. Плюс эти планировщики нужно еще отдельно устанавливать. Бета вполне здесь нормально себя показывает. Ну и все, здесь справа просто сравнение, исходник, и слева то, что получилось, чтобы можно было вот так посмотреть. А здесь у нас вот такой вот узел Compare, который позволяет провести и посмотреть, насколько у нас пиксели, как бы пиксель в пиксель сходятся. А здесь они вот сходятся. Это тоже важный момент, потому что когда вы, скажем, восстанавливаете фотографию, вам нужно проверить, точно ли у вас все совпало с исходным изображением. Если не совпало, то нужно попробовать там, может, другой сид перегенерировать. Возможно, может потребоваться несколько генераций, но вот с такими вот настройками вы изображение, в принципе, сможете восстанавливать достаточно стабильно. Давайте попробуем восстановить вот такую фотографию, тоже поцарапанная и в такой вот сатиновой бумаге. Такие фотографии у вас тоже наверняка встречаются, если вы их восстанавливаете. Выглядит она вот так вот. Еще раз нажимаем Run. Смотрите, я вообще ничего не меняю. Оставляю все по умолчанию. Здесь у меня даже LLM-ка отключена, потому что вот такая подсказка забита Young Woman. Обратите внимание, здесь в конце добавлена молодая девушка. У меня было такое, что я восстанавливал и превращалась как бы молодая девушка в немолодую. Вот, кстати, у нас генерация произошла. Смотрите, 66 секунд это у меня заняло на 15 шагах. Можете поставить смело 12 шагов, может быть даже 10. Это будет заметно быстрее, но по качеству прям сильной какой-то просадки не будет. Опять же, вот эту вот лору ее подключать в любом случае не нужно, даже на 10 шагах, если вы хотите точности от восстановления изображения. Давайте посмотрим, что у нас было, что получилось. Вот так вот проведем, и вот все пиксели, они прям все совпадают. Смотрите, волосы, да, не восстановились. Но, в принципе, изображение в целом достаточно точно восстановилось. Этот весь сатин почти целиком ушел, немножко проглядываются на свитере, там вот эти сатиновые такие рисунки, и на коже тоже немножко проглядывают. Если волосы здесь не будут восстанавливаться, то вы их можете в InPaint где-то там восстановить, либо опять же второй прогон сделать, но уже описать там восстановление волос как или перегенерацию волос. Честно говоря, вот этой схемой я хотел приблизиться немножко по восстановлению именно фотографии к Nano Banana. Nano Banana, если вы знаете, работает очень круто с фотографиями, и не только там он и генерирует, и меняет там различные там части изображения. В общем-то, такая же модель, но она значительно больше по размеру, похоже, она онлайн. Ее недостаток в том, что она онлайн. Если вы не можете своими фотографиями делиться онлайн, да, то есть их там куда-то закидывать, то вам Nano Banana просто не подойдет. А такая схема, она локальная, вы изображение, которое вам заказчик передал, никуда не передаете, соответственно, вы не нарушаете правила работы с заказчиком, если он вам не разрешал эти изображения выкладывать в сеть. Итак, по поводу восстановления фотографий, я думаю, все. Давайте теперь покажу еще, какие возможности есть у этой модели. Конечно же, вы можете посмотреть просто мое видео по контексту, там те же самые возможности доступны и здесь. Единственное, правило написания подсказки здесь значительно проще. Вы можете писать подсказки привычным языком, особенно через LM-модель, то есть здесь написание подсказки проще. Давайте попробуем вот из этого изображения сделать карандашный рисунок. Закидываем изображение, здесь меняем подсказку на вот такую вот, включаем LLM-ку, выбираем, например, Gemini 2.5 Flashlight, и давайте ограничим вывод на 512 токенов, чтобы больше он нам не выдал. Нажимаем Run, давайте посмотрим, что у нас получится. Кстати, подсказка вот уже сформировалась. Change the color to pencil sketch art. Это просто обычный перевод того, что мы здесь написали. Почему? Потому что мы выбрали просто вот такой preset translate EN и поставили максимальное количество токенов на 0, чтобы не было ограничений. Лучше для перевода не ставьте какое-то ограничение в токены, потому что он может там как-то расширять эту подсказку, что-то придумывать. А лучше оставьте 0 здесь. Давайте попробуем сделать из одного изображения вот такого вот персонажа 3 его другие позы, и чтобы этот персонаж был в полный рост на белом фоне. Давайте теперь перейдем к подсказке, напишем сюда вот такую подсказку. Сделать 3 вида этого персонажа в полный рост, вид сбоку, вид спереди, вид сзади на белом фоне. Нажимаем Run, у нас LLM тоже включена, она будет дополнять эту подсказку, точнее переводить. Смотрите, вот так вот у нас получилось. Не особо детализированное изображение, явно не хватает деталей. Я поэтому сейчас поставил здесь 30 шагов и еще раз нажал Run. Давайте посмотрим, что у нас будет на 30 уже шагах, не на 15. И теперь, смотрите, у нас детализация стала повыше. Кстати, более фотореалистичное изображение стало. Дело в том, что если мы выставляем 30 шагов, оно будет работать только в том случае, если у вас исходное изображение, которое мы загрузили, оно высокого качества. Если мы сейчас перенесемся обратно к восстановлению фотографии, то там смысла уже в этом нету. Почему? Потому что исходное изображение, наоборот, очень низкого качества.
Поэтому там, в принципе, больше 15 шагов особо смысла нет ставить никакого. Даже, может быть, 10 или 12 шагов тоже вам подойдет. А вот если у вас исходник вот такой детальный и точный, то в этом случае даже, возможно, и 50 шагов дало бы еще более лучший результат. А здесь уже имеет значение количество шагов генерации. Давайте теперь попробуем заменить объектное изображение. Возьмем вот такое вот входное изображение. Это сгенерированное изображение. Здесь поменяем вот это вот шакала, например, на леопарда. И напишем вот такую подсказку. Просто ее заменяем. Пишем здесь вот таким вот простым языком. Замени шакала на леопарда. Включаем LLM-модель для перевода просто и нажимаем Run. Опять же, смотрите, перевод для вот таких простых подсказок, он не обязательно. Вы, в принципе, можете вообще выключить LLM-ку, и модель LLM 2,5 VL, она здорово поймет вашу подсказку такой, она ее неправильно, скорее всего, никак не переведет. Смотрите, вот здесь на превью я уже могу наблюдать, что получается. Если получается что-то не то, но смотрите, если вы ставите много шагов, то определить, то ли это или не то, вы сможете только где-то все равно на середине. Поэтому, если будет меньше шагов, то вы раньше увидите, что получается что-то не то. Чтобы включить вот такой вот превью, вы можете в менеджере вот здесь нажать «Авто» и сразу в латентном пространстве уже наблюдать, что у нас получается. Латентное пространство вот такое вот, оно нечеткое, но по-другому его просмотреть нельзя. То есть вот в таком вот нечетком варианте. Но тем не менее, здесь это уже здорово помогает определить, что получается что-то не то. Кстати, вообще, в принципе, как Squen Edit посмотреть и понять, что то ли получается или не то. Вот если вы меняете какой-то конкретный объект, он и должен меняться изначально. То есть остальное изображение, оно должно прям оставаться, ну, вот таким же практически, как и было. И только вот этот объект, он должен таким сначала там зелененьким или синеньким каким-то отображаться, и потом начинает так меняться. Вы здесь можете сразу заметить, что меняется только тот объект, который нужен. Если меняется все изображение целиком, происходит явно не то, что вам нужно. Все изображение не должно меняться. Если оно поменяется, то на выходе вы получите совершенно другую женщину, совершенно другой фон, там вообще все будет другое. Ну и смотрите, вот такой вот у нас результат получился. Отличный, фотореалистичный у нас получился леопард. Давайте посмотрим еще раз на качество. Смотрите, качество здесь ухудшается даже той части изображения, которая не менялась. Как я изначально вам в самом начале и говорил, Qwen Image меньшей детализации на выходе обладает, в принципе, всего изображения в целом. С чем это связано? Ну, вот Y, возможно, может быть, просто сама вот система вот этой генерации вот такая вот. А вы можете, конечно же, потом участки в Photoshop проявить, только те, которые вам нужны. Например, там маской потом проявить только вот этот участок изображения. То, что именно сгенерировалось, оно, мне кажется, даже выглядит немножко получше, чем то, что вообще не трогалось. Ну, похоже больше на какой-то кривой Y, что ли. Я думаю, может быть, с будущими версиями Qwen Edit это как-то пофиксит, но вот пока это работает так. Но в целом к тому участку, который менялся, у меня претензий вообще нет. Все отлично поменялось, отлично определилось. Опять же, очень удобно писать подсказку. Мы написали вот такой простой промпт, сразу получили хороший результат. Опять же, с предметкой это тоже работает достаточно точно, хорошо. Например, вот такой чайник мы можем поместить куда-нибудь на фон с горами там и зимним каким-то пейзажем. Давайте напишем вот такую подсказку и нажимаем тоже Run. Посмотрим, что у нас получится. Получилось у нас вот так вот. Чайник достаточно точно перенесся. Давайте теперь попробуем поработать с двумя изображениями. Закинем сюда вот такое входное изображение, включаем второе изображение. Сюда закинем вот такой вот диван. И попробуем в этой комнате вот здесь справа разместить этот диван. Я напишу вот такую вот подсказку. Помести в комнату к правой стене диван с второго изображения. Смотрите, это еще не все. Теперь нам нужно вот здесь вот включить вот эту вот группу. Дело в том, что у нас теперь изображение получается вот такое вот большое. Нам изображение нужно в пропорциях вот этого вот исходника первого. И примерно вот 1000 на 667 нам нужно подобрать где-то вот здесь. Мы здесь можем выставить что-то такое 3 к 2, то есть ширина больше, чем высота. Давайте так и сделаем. Что-то похожее на вот эти вот пропорции. Конечно же, эти пропорции мы можем прям в чистую передать, но тогда нужно там апскейлер подключать. Давайте сделаем вот так вот. И вот эту вот группу с точностью мы тоже давайте выключим. Нажимаем Run теперь. И смотрите, вот такой вот у нас результат получился. А здесь у нас геометрия, конечно же, неправильная. У нас ламинат идет вот здесь по кромке, и диван должен также повторять, скажем, контур вот этого вот ламината, то есть его прямую. Но здесь какого-то управления вот этим вот всем делом, по сути дела, нету. Мы можем просто сделать несколько генераций, и на очередной генерации диван будет, в принципе, нормально располагаться. К самому дивану претензий нет. Он повернулся, он в точности похож на тот диван, который и был у нас изначально на референсе, и комната тоже особо не изменилась. Давайте я сейчас сделаю несколько генераций и выберу что-то более подходящее по геометрии.
Смотрите, вот здесь в латентном пространстве я уже сразу вижу, что что-то не так. Я нажимаю стоп и нажимаю заново run, чтобы просто не дожидаться до конца. Так, смотрите, я около 8 где-то, наверное, генераций сделал, и у меня получилось так вот поточнее, скажем, но не идеально. То есть вот эта вот линия, она не идеально совпадает с линией дивана, поэтому, ну, такое, но все-таки лучше, чем на первом варианте. И еще вам забыл сказать, если вы используете два вот таких вот входных изображения, то в любом случае отключаете вот эту вот группу точности. Дело в том, что если вы ее не отключите, у вас на итоговом изображении всегда будет два входных изображения, как и вот здесь вот они отображаются. То есть вот таким вот образом, только это будет вот в таких вот пропорциях. И в остальном эта схема очень похожа на контекст, она те же самые функции выполняет. Я сейчас не буду 36 приемов показывать, как в контексте. То есть также может удалять текст, менять текстное изображение, может менять позу персонажа, менять положение камеры. Также может менять цвета, оттенки, переносить одежду с одного изображения на другое. И да, по поводу смены одежды есть некоторые нюансы. Смотрите, загружаем женщину, загружаем одежду. Соответственно, получаем вот такой вот микс. Опять же, включаем вот эту вот группу, выбираем примерные пропорции, уже тут вертикальная будет 3 к 4, по первому изображению она вертикальная здесь. Пишем вот такую подсказку. Одень девушку в футболку с второго изображения. Понимает, что у нас есть первое изображение, второе. А больше одного я обычно не указываю. Вот на второе изображение ссылаюсь как на референс. А далее возвращаемся вот сюда, вот включаем лору. Без лора почему-то эта одежда вообще не меняется. То есть, если вы лору вот такую вот не включите, одежда меняться, скорее всего, не будет. У вас будет что-то другое получаться. Если вы включаете лору, то, соответственно, в настройках мы ставим CFG единица, иначе, опять же, ничего не получится. И можем включить, я включаю вот эту вот группу точности, даже если мы работаем здесь с двумя изображениями, вот с лорой и с CFG единица, эта группа как-то получше немножко результат дает. И далее, смотрите, здесь у нас количество шагов и тоже имеет значение. На 4 шагах у нас получается вот так вот, то есть сохраняется прям и поза, ну, примерно, да, поза сохраняется, и уже, соответственно, футболка одевается. Но изображение низкодетализированное, получается такое размытое, то есть не хватает деталей. Мы можем поставить здесь немножко побольше, например, 8 шагов, может быть, даже еще больше, тогда деталей будет у нас больше. Вот видите, сейчас вот начинается генерация, штаны там пропали, да, мы их просто не описывали, эти штаны. Но у нас девушка повернулась лицом уже к камере. Лицо, может быть, да, примерно как похоже, но она меняет свою позу. И, в принципе, здесь вот прям статично в позу вот эту вбить не получается, хотя футболка достаточно четко сидит, она детализированная. Давайте попробуем еще одну генерацию. И вот генерация, наверное, 4 сейчас сделал, получилось вот так вот. По сути дела, сильно ничего не поменялось, все равно поворачивается сюда. Если здесь видите, что что-то не так получается, на стоп, как бы и следующую генерацию, иногда просто футболка выскакивает, иногда футболка с черными рукавами. Вот с 4 где-то генерации футболка опять с нормальными рукавами стала. Смотрите, все-таки я дописал подсказку, получилось сейчас вот так вот. Не в точности девушка все равно сохраняется, детали здесь теряются из-за вот этой вот лора модели, но без нее почему-то не работает. А я написал «Одень девушку в футболку» с второго изображения, сохрани позу женщины неизменной. И вот эта фраза, она помогает при генерации сохранить действительно позу. То есть, по крайней мере, модель попыталась сохранить позу, но лицо немножко изменилось. Смотрите, по поводу смены одежды, у меня есть отдельный ролик про Flux Context, там я показываю, как на Flux Context менять одежду. Там это работает получше и поточнее. И более того, исходник сохраняется более точно. Также есть еще схема ACE++ со сменной одежды на Boosty, она выложена. Там вообще сохраняется все в точности, кроме одежды. То есть одежда переносится, и вот этот участок только отдельно перегенерируется. Остальная часть изображения вообще неизменно остается. Соответственно, если вы там загрузите большое изображение, там 6000 на 6000 пикселей, то оно в точности останется, а вот одежда, она уже будет перегенерирована. И мне кажется, вот там это все-таки более интересно. Здесь менее пригодно, мне кажется, для каких-то профессиональных задач. Друзья, вот такая вот модель Qwen Edit, мне кажется, она лучше всего проявляет себя с восстановлением старых или испорченных фотографий, сохраняет очень здорово точность, также очень хорошо переносит объекты, изменяет какие-то объекты в сцене. С референсами вроде бы тоже работает, в плане вот переноса того же самого дивана это работает неплохо. В плане переноса одежды работает так себе, потому что меняет исходное изображение, его очень сильно портит в плане того, что мы используем уже здесь вот эту вот дистиллированную лору, которая очень сильно вырезает качество.
На этом еще раз хочу всем напомнить, что у меня есть курсы по Automatic Forge Conf UI. Если вы хотите более системное и последовательное обучение этим веб-интерфейсом, то вас приглашаю на свои курсы. Более подробную информацию вы можете найти на сайте stablediv.ru, ссылка будет в описании под этим видео. Там же есть контакт администратора, обязательно задавайте вопросы, если они у вас возникнут. Также вас приглашаю на свой Boosty, там есть много различных материалов с подробными инструкциями. И также вас жду на своем телеграм-канале, там выкладываю различные новости, которые выходят. И в большом телеграм-чате, это большой комьюнити для общения. На этом всем удачной генерации, хорошего настроения. Всем пока.